Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать такого прекрасного скандинавского гнома в цилиндре. Делать мы их будем без использования иголки и нитки, а только с помощью клеевого пистолета и клеевых стержней. Также нам понадобятся ножницы и синтепух. Еще не забудьте распечатать выкройку. Ее я оставила в описании под роликом. Я сделала 3 выкройки под 3 разных гномов. Вам сейчас понадобится выкройка номер 1. Еще нам понадобится мех. Свой мех я позаимствовала у старой куртки, вернее у ее капюшона. Для декорирования также возьмите бечевку, нужна будет линейка для расчерчивания и самая обычная коробка. Она понадобится для создания основы. Ну и фетр. Именно из фетра мы будем создавать наших гномов. Возьмите цвета, которые подходят к вашему интерьеру и нравятся вам. Ну что, поехали! Первым делом необходимо выкроить тело. Я беру фетр и расчерчиваю кусочек 10 см шириной и 27 см длиной. Этот припуск я решила оставить, пока он мне не мешает, но чуть позже я его обрежу. По нижнему краю я делаю зубчики, для того, чтобы нашу деталь можно было легко приклеить к картонной основе. И так делаю по всей длине. Тем временем можно поставить разогреваться клей-пистолет, а мы пока возвращаемся к нашей выкройке. Сейчас необходимо вырезать деталь под названием дно тела. Оно диаметром 8 см. Берем картон и вырезаем детальку чуть-чуть меньше 8 см. А деталь из фетра будет как раз 8 см ровно. Вырезаем деталь. Наносим капельки клея на картонную деталь и по кругу приклеиваем фетр. Клей должен быть разогрет не сильно, только тогда фетр будет хорошо приклеиваться. Все кусочки клея и паутинки от него потом легко отойдут от фетра, не переживайте. Продолжаем приклеивать фетр по кругу. И теперь, когда дошли до конца, можно спокойно обрезать свободный край. Он нам больше точно не понадобится. Наносим клей тоненькой полосочкой на одну из сторон и склеиваем обе стороны. Подклеиваем донышко. И вот сейчас нам понадобится фетровый круг. Приклеиваем его на донышко.
Хорошо прижимаем круг и убираем все остатки клея. С помощью ножниц обрезаем лишний край, чтобы работа смотрелась более аккуратной. Самое время набить тело наполнителем. Можно взять синтепух, как в моем случае, а можно все то, что есть у вас. Синтепон, рис, гречка, камушки, опилки, все что угодно. Набиваем хорошо, плотненько, до самого верха. А за этот некрасивый шов, кстати, не волнуйтесь, его совершенно не будет видно. Теперь верхушку нужно склеить. Складываем две противоположные стороны друг с другом и наносим на одну из сторон капельку клея. Хорошо прижимаем и держим 30-40 секунд. И напоминаю, клей должен быть не очень сильно разогрет, только тогда фетр будет приклеиваться. И теперь делаем все то же самое с боковыми сторонами. Вот такой мешочек с подарком у нас получается. Но, чтобы форма выглядела более обтекаемой, эти ушки по бокам нужно также приклеить и загнуть. Держим все это пару минут, клей должен очень хорошо застыть. Без поддержки маффина я, конечно, бы не справилась. Вот так должно получиться. И не смотрите, что сверху получилось не очень аккуратно и шов этот видно. Мы все это скроем. И, кстати, чуть не забыла, нам еще понадобятся носики. Это обычные деревянные бусины. А помощник мой совсем умался, но вы посмотрите, как улегся. Все тело помещается, а одна левая лапа нет. Ну что ж, вернемся к нашему телу. Сейчас будем делать бороду. Длина шерсти у меня примерно 8-9 сантиметров. Чтобы сделать бороду, на самом деле нужен совсем маленький кусочек. Необходимо отрезать полоски около сантиметра шириной. Эти полоски разделить пополам, и уже из 3 половинок получится полноценная борода. Главное резать аккуратно. Я режу только ткань, на которую пришита шерсть. Если вы сделали все правильно, то получится вот так. Отделяем одну часть от другой и получаем длинную шерсть на тоненьком лоскуточке ткани. Убираем все волосинки, которые в любом случае выпадут, они нам больше не нужны.
и разделяем полученную ленту пополам. Теперь повторяем все то же самое. Как я уже говорила, на бороду у меня ушло 3 половинки. Берем первый кусочек бороды и наносим клей по всей длине. Приклеиваем первую полоску на место, где начинаются складки. Все то же самое повторяем со вторым и третьим кусочком. Клеим каждый чуть выше предыдущего. Самое время сделать стрижку нашей бороде. Делайте так, как вам нравится и как у вас получается. Все-таки вы не профессиональные барберы, как и я. Шерсти будет много, очень много. Не так, как от корги, конечно, но без пылесоса все же не обойтись. Когда я пришла к более-менее окончательному результату, потом, конечно, еще буду подстригать, но уже более-менее мне нравится. Теперь нужно обязательно заклеить тот самый шов. Просто наносим полосочку клея и приклеиваем бороду. То же самое делаем и по бокам. Пришло время носа. Ищем серединку, разделяем там шерсть по бокам. И капаем туда капельку клея, хорошую такую капельку. Ставим сверху наш деревянный носик и прижимаем. Клей также наносим по обеим сторонам бусины и прячем с помощью шерсти отверстие. Теперь приступим к созданию шляпы. На выкройке находим деталь под названием «Поля шляпы» и вырезаем такого размера картонную заготовку. Только картон берите тоньше, чем у меня. У меня тонкого картона не было, я взяла обычный коробочный картон и отделяю одну сторону, чтобы картонка гнулась.
Далее нам понадобится две детали такого же размера, как картон. Первая деталь будет с припусками, с зубчиками, а вторая без припусков. Вырезаем поля шляпы. Зубчик за зубчиком, зубчик за зубчиком и так по кругу. Поля шляпы у нас готовы, теперь нужно сделать тулью. Вырезаем деталь 18 на 5,5 см и не забываем по нижнему краю сделать зубья. Теперь картонную заготовку кладем на фетр и приклеиваем каждый зубчик к картону. И так по кругу. Дальше берем вторую фетровую заготовку, которая была без зубчиков, и приклеиваем ее на первую. Хорошенько проминаем картон. Сейчас сделаем крышку для нашей шляпы. Диаметр картонной заготовки, как и диаметр фетрового кружочка, будет 5,5 см. Наносим клей по кругу на картонную заготовку и приклеиваем к картону тулью. Когда дошли до конца, отрезаем ненужный кусок. Склеиваем обе части, так же как мы делали с телом. Теперь приклеиваем фетровый кружочек. Это будет верхушка шляпы. Если получается не очень аккуратно, не волнуйтесь, этого стыка видно не будет, мы его задекорируем. А Маффин все смотрит в окно. Ну, впрочем, ничего нового. А нам пора набивать шляпу. Здесь уже гречка с рисом и камушки вряд ли подойдут,
Можно взять синтепон, синтепух, его еще называют холофайбер, или, может, поролон, или какие-то кусочки фетра, обрезки. В принципе, вы можете фантазировать как угодно. Набиваю шляпу, и теперь нужно эту деталь приклеить к нашим полям. Для себя примерно отмечаю, где центр. И наношу 4 капельки клея. Приклеиваю фетровый цилиндр к полям. Кстати, за клей не волнуйтесь, видно его тоже не будет. Хорошенько прижимаю и даю клею схватиться. Позже можно нанести будет еще немного клея по краям. Настало время бечевки. Отрезаю небольшой кусочек. И с помощью бечевки прячу стык цилиндра с полями и все некрасивые капли клея. Теперь беру снова бечевку, но на этот раз кусочек побольше и делю его на 3 части. Приклеиваю 3 бечевки в ряд. И продолжаю также по кругу. И теперь одной бечевкой также по кругу проходимся по полям шляпы. И вот такая шляпа-цилиндр у нас получается. Этот стык будет задней стороной шляпы. А спереди можно приклеить бантик. Я сделаю это немножко сбоку. Остался последний штрих. Приклеиваем шляпу к нашей основе, к телу гномика. Клей не жалейте, можно будет нанести еще по бокам. И обязательно очень хорошо прижимайте шляпу. Клей полностью высохнет и все будет готово. Вот такие красавцы в итоге получаются. Мне очень нравится. А вам?